Машины поставляли, добежали до бомбоубежища. Я сегодня в нарядном платье. Собственно, виза у меня есть. Так, тут стаканчики всякие для кафе. Вот, значит, я купила корзинки. Всех приветствую. Приветствую из кафе, с первого кафе. Я напомню, сейчас их уже 2 кафе и 1 пиццерия. Я нахожусь в Израиле. Этот влог должен был быть из Парижа. Ну, я пролетела над Парижем прямо как фанера. 18 июня я должна была быть в Париже, должна была лететь, но так как в Израиле началась война с Ираном, буду вещать вам влог, собственно, из Израиля и из кафе. И сейчас идет реальная война. Я спала. Сирена закончилась. Сейчас будут бухи. Тихо. Тише. Сегодня по дороге я познакомилась с 2 бомбоубежищами, Миклад это называется, и посидели там немного, ну и приехали на работу. Люди удивительные, просто удивительные. Казалось бы, страшно, опасно, но люди все продолжают жить, ходят на улицах и делают все свои дела, сидят, пьют кофе. Сейчас 2 часа дня, я вот уже закрываю первое маленькое кафе, потому что местоположение немного находится внутри улицы и не очень хорошо просматривается. Надо, кстати, что-то подумать и предпринять какое-то решение, чтобы исправить эту проблему. Вот, второе кафе сейчас открыто, пиццерия сейчас закрыта, но это вот конкретно на текущий момент состояние я просто делюсь с вами. Я давно не была в Ютубе, и я очень соскучилась. Я это безумно люблю. Я очень скучаю по Ютубу. И вообще социальные сети это мое. В общем, сегодня со мной еще и Бернард. Буська. Буська ходит со мной на работу каждый день. И не хочу его дома оставлять одного. А вдруг будет сирена? И, кстати, многие спрашивают, как у меня реагирует Бернард на сирены. Он вообще спокойный, но он только гавкает, зовет нас, чтобы мы пошли в бомбоубежище. Но вообще он спокойный и ложится себе и ждет, когда сирена закончится. Ну, в Мамаде. Он, когда находится со мной, мне так с ним классно, он моя моральная поддержка. Буду продолжать, значит, влог.
рассказывать вам. Проходят наши будни. Сейчас как раз люди получили уведомление на телефоны, что будет скоро сирена. Я закрыла кафе, и мы вот сейчас спускаемся в Миклад, в бомбоубежище. Пока что нет сирены, но она скоро, возможно, начнется. Пока что постоим здесь и подождем. Вот такие вот будни в Израиле. Значит, технологии такие. На телефон всем людям приходят уведомления. Первое, это о том, что зафиксированы грузки, то есть у нас примерно есть там 10-15 минут, сейчас мы раньше. И потом приходит уведомление на телефон во время самой сирены. Вот. Не знаю, застанете вы момент начала сирены или нет, но, в общем, запущено примерно 5 ракет сейчас из Ирана. И мы сидим, ждем. Решили выйти прогуляться. Позакрывали быстренько кафешки, все бегут до Микладов, потому что сирена может начаться скоро. Машины поставляли, добежали до бомбоубежища. У нас в кафе, сейчас покажу, люди многие просто сидят и говорят, что уже мы устали всех видеть, этих людей паникующих. Никто никуда не идет. Бернардо папа. Тоже все закрыли и сидят, ждут сирены. Начала оживать улица. Сирены сейчас не будет, скорее всего. Ракеты перехватили еще в моменте запуска, на моменте нахождения в небе. Конечно, всегда есть угроза падения осколков. Ну и утречка сегодня было, когда Трамп объявил о прекращении войны между Ираном и Израилем. Значит, Ирану дали до 7 утра, а Израилю дали до... В общем, Израилю сейчас еще 12 часов есть. И у нас с 5, по-моему, с 5, я не знаю точно, потому что я так хотела спать. У нас была сирена за сиреной. И мы просто уже перешли в бомбоубежище, я спала там. Я даже не слышала этих сирен. Но это, конечно, было жутковато. В общем, сейчас мы уже на работе. Одно кафе открыто, второе открыто. Все. Люди ходят, люди уже все повылазили, уже все настроены, что война закончилась. Ну, сегодня, в общем, кроме утра, была тишина, сейчас 2 часа дня. Про красоту мы не забываем. Я сейчас иду делать ламинирование ресничек. Я очень люблю эту процедуру. Вот. Пробую еще одного мастера, потому что мой мастер уехал в Грузию, и теперь я вот ищу своего мастера по Израилю. Товарищ хочет со мной лежать. Вот человек с ресницами. Ой, кстати, магазины у нас все закрыты, город закрыт. Много магазинов закрыто. Это центральная улица Натальи. Я чувствую себя человеком. Сейчас закрою маленькое кафе, второе кафе будет закрываться немного позже. Вот, планы на сегодня приготовить что-то покушать и, не знаю, будем смотреть дальше развитие событий, что дальше будет. Сирены, не сирены, интересно. Но к вечеру все стараются расходиться по домам, чтобы застать, если что, все это дома. Сейчас проходим, это перекресток улиц Ремес и Дизингов. Идем исследовать второе кафе. Что тут у нас происходит? Сейчас обед. Люди немного сидят. Мы
меньше столиков сейчас ставим, потому что не разрешено. Ой. Я сегодня в нарядном платье с ресницами сделанными не просто так. Кстати, еду в Тель-Авиве. Да, здесь видно последствия войны. Сегодня первый день, как закончилась 12-дневная война Израиля с Ираном. И я счастлива. Я хотела вам показать. Здесь разрушенные здания, в которые попала ракета. И это выглядит кринжово. Это выглядит прям пипец. Так, знаете, в наше время все это не верится. Кстати, вот еще. Вот мы проезжаем мимо. Сюда тоже попала ракета. Первый раз выехала куда-то за город из Нетании, кстати. И не просто так. Я выехала в красивом белом платье. Я еду в французское посольство, чтобы забрать свою, надеюсь, визу, которую я должна была получить примерно там 15, 16, 17 числа. И 18 июня у меня был полет в Париж с 18 по 25. Ну и самолеты, конечно, соответственно, отменились. Но визу, скорее всего, я получила. Вот. И Париж мой не отменяется. Я уже была эти дни на чемоданах. Последний вот сейчас я узнала, что война закончится, и я должна поехать в Париж. Я готова была лететь в Париж уже на иранской ракете. Если небо закрыто, то я бы полетела вот хоть как. Вот. Ну, шутки на самом деле это то, что спасает нацию, то, что спасает во время плохих времен, во время войны. И это потрясающе. Люди просто... Я хочу вам сказать, что я очень люблю эту страну. Я очень-очень люблю эту страну и очень благодарна всем, кто вставал на защиту в эти дни. Да, даже таких слов благодарности, если честно, их просто невозможно выразить словами. Это люди, которые воевали, которые ехали и рисковали своей жизнью. Им было страшно. Им было страшнее, чем нам. В общем, мы тут. Все хорошо. Я приехала в Тель-Авив. Прям в самом центре города. Все уже люди повылазили. Много машин, много людей. Это здание, где находится французское посольство. Я очень надеюсь, что они работают. И они работают сегодня до 12. У меня есть как раз минут 20 последних. Вот. Я, в общем, скоро вам сообщу. Ну вот. Кстати, это я в платьишке с чистой головой после войны. Ребята, я получила визу. Я получила визу на полгода и, соответственно, 90 дней нахождения там. Мы сейчас разговаривали с консулом. Он очень славный парень. И он посоветовал мне много мест в Париже. Мы разговаривали про войну, конечно. И как все было, потому что он живет здесь. И... В общем, это так странно после войны встречаться с людьми, с которыми ты встречался до войны. Короче, обсуждать какие-то планы. Собственно, виза у меня есть. Я очень рада. Все, теперь осталось запланировать поездку и еще один, наверное, созвончик с Трампом, чтобы все-таки войны не было. И вот обычный день из обычной жизни. Никакой войны. Простые житейские бытовые проблемы, вопросы. Приехала в отель за всяким стафом для кафе. У нас вот закончились эти штучки для мальчи.
Ну, они очень даже в использовании у нас очень хорошие, кстати, рекомендую. Нет никакой разницы между металлом и вот этим венчиком, абсолютно. Все довольны. Короче, потом поеду за, может быть, здесь что-нибудь найду, корзинками, чтобы организовать в кафе там станцию с соками и прочее. Я думаю, что на момент выпуска этого видео это будет уже сделано. Обязательно поставлю, расскажу, как все это получилось. В общем, ощущения, конечно, такие необычные, такие интересные. Вчера 8 часов закончилась война в Израиле, и теперь мы просто продолжаем жить. Вылеты из Израиля уже есть. Уже вчера стартовали первые рейсы. Пока что с пересадками через Кипр или через Бухарест, но уже, по крайней мере, что-то есть. Планы на будущее. Так здорово. Это очень-очень воодушевляет. Классно, как уютно. Как мне нравится это. И так хочется на балконе уже обустроить все. Красиво сделать. У меня сейчас там живут 2 кошки, которым надо найти дом. Одну я спасла, просто она была у дороги. Очень-очень маленькая такая мышь. Жалко ее стало без мамы. А вторую кошку спасла, когда спускалась на паркинг, ну, поселение, заселение. И там в двигателе в машине я услышала кошку. И я ее спасла. И теперь они вдвоем там играются, бегают. Сумасшедшие кошки. Но кошки, конечно, я их люблю, я их спасу, но это не мое. Жить с кошками я уже не могу, у меня есть собака. Вот. Поэтому ищу им дом. Хочу почистить весь балкон и сделать красиво себе на балконе. Что я взяла? Так, и тут стаканчики всякие для кафе. Это, кстати, полочка в холодильник, которая крепится наверх. 2 этих стеклянных ящичка для продуктов, для матчи. Там всякие взбивалки для матчи. Конечно, это самая главная вещь. Она просто у меня сломалась. Ну, собственно, вот и все. Пока что. Сегодня 2-й день мирного неба над головой, окончания войны. И я стою в очереди сделать тест на машину. Обычные такие житейские проблемы. Обычные вообще безракетные дела. И это так странно, конечно, ощущение. Очень-очень необычное, непередаваемое. Что вам еще сказать? Я уже была на работе. Тоже всяких кучу вопросов. Каждый день надо решать, платить, то, все, заказывать, встречать, думать. Вот мой ежедневный мейкап. Это просто крем. Утром умывалка, крем. Иногда я ставлю тоник. Брови с моим любимым гелем для бровей. Это вот этот Рефи, я не знаю, очень их люблю, но кстати, всегда их с собой, даже 2. Вот, это второй. Ну, один старый, другой новый. Вот. Они классно фиксируют брови. Вот. А еще у меня реснички сделаны, если вы помните. Я встречала окончание войны очень красивой, подготовленной. Ну, собственно, пока я стою в очереди сделать тест. Что вам еще рассказать? Сейчас подумаю. Я, конечно, с пассажиром. Я, если честно, очень привыкла уже с ним везде ездить, везде путешествовать, на работу, в салон красоты. Потому что я не хотела его оставлять одного дома. И он уже привык тоже, он себя хорошо ведет. Ой, я хотела, кстати, рассказать одну историю. У меня были билеты на 18 июня, с 18 по 25. У меня были куплены билеты, и все подготовлено для визы. И, собственно, виза вот получена для полета в Париж.
Ну и все отменили. Мне уже дали ваучер на обмен билета. Я уже смотрю следующие билеты, потому что я очень-очень хочу поехать. Мне очень надо развеяться. Последнее время, вот последние полгода, даже больше, я не прям в порядке. Я чувствую такую страшную, постоянную усталость. И ни медитация, ни спорт. Это все держит на плаву, но каждый раз просто накатывает такая тягучая, такая постоянная автономная усталость. И мне очень хочется много поменять в жизни. И вот, собственно, и возвращение мое в YouTube тоже это также связано с моими переменами. Вот. И, честно говоря, я очень хочу быть в YouTube открытой и больше общаться с публикой и развивать свой YouTube-канал и, соответственно, зарабатывать с него, чтобы всегда поддерживать саму себя, так как девушке, женщине, девочке это очень-очень-очень важно иметь собственный доход, не зависеть ни от кого, ни от какого, ни мужчины, ни родителей, брата, свата, неважно. Девушка с деньгами независимая, уверенная и свободная. И нет ничего лучше, чем девушка с собственным доходом, с собственным достоинством. Собственно, это уже базис для крепких отношений, для семьи, для ее жизни. Это очень-очень важно. Ну и когда я переехала в Израиль, я, конечно, я поменяла все в своей жизни. Я была молодая, мне был 21 год. Была молодая. Ну, я сейчас молодая, мне сейчас 28, скоро 29 в сентябре. И, в общем, миграция — это нелегко. Здесь другой язык, другой менталитет. В этом возрасте ты продолжаешь поиски себя, и как раз таки, по-моему, это самые такие активные поиски. Если ты в 18 лет ты думаешь, у тебя будет такая жизнь, у тебя там одни цели, то после 24-25 у тебя как-то все вот меняется. Просто ты поворачиваешь на 360 или 180, как там. Короче, ты все, разворачиваешься, и у тебя совершенно другие цели, другие намерения, другие желания. И это нормально, это жизнь. Ну и вот у меня этот период как раз выпал на мою иммиграцию. Ну, собственно, я уже жила в Израиле. Израиль — это очень нелегкая страна. Здесь она либо тебя принимает, либо нет, либо ты принимаешь, либо нет. Очень много плюсов, очень много минусов, и это надо понимать. И надо быть готовыми, знать ради чего, и просто быть готовыми ко всему. Как писал Сергей Довлатов, жизнь надо любить именно такой, какая она есть, зная о ней всю правду. Здесь будет цитата. Я очень люблю эту фразу. Это касается всего, и отношений, и стран, дома, всего. Поэтому нельзя жить в иллюзиях, нельзя жить в мечтах. Немножко, конечно, нелегко возвращаться в YouTube, и это все мысли вот так вот скачут, и давно я не снимала формата YouTube, и вообще разговорные, сторис, и в общем, я буду возвращаться, мне немножко волнительно, но я очень хочу вернуться, я очень хочу открыться и продолжать свой путь. В общем, я еще в очереди на тест, но скоро. Это тест. Буду колеса проверять, что-то еще буду делать. Короче, вот. Я делаю это второй раз в жизни. Сейчас. Все.
Все сделано, плачен, все готово. Будни наши. Надо пойти сказать спасибо, попрощаться, и все, можно ехать. Сейчас я еду на работу, потому что у меня весь багажник полный всякого стафа для работы, для соков и прочее. Вот, значит, я купила корзинки. Хочу поставить туда фрукты. Надо поставить соковыжималку и, в общем, немножко переоформить меню. Будут соки, будет все. Вот мой товарищ. Все, идем дальше. Распаковка, которую мы заслужили после 12-дневной войны. Это значит крепкий сон, масочка Biodance. Вот, вся ночь она была на мне. И сейчас я ее снимаю. Она вот остается такой пленкой. Я даже с ней поспала. Это выглядит вот так. А вот и потомство маленькое. Ну вот, уже подросли. Первый раз запрыгнула на окно. Вот такие у меня две кошечки. Кушали и еще хотят. Постоянно хотят кушать. Кстати, ящичек какой. Купила для корма. Нет, кошки, вы уже сегодня 2 раза поели. Это просто с ума сойти. Вы проглоты. Сумасшедшие проглоты. Котики и зятики.